Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Я снова с вами. И тема расклада «Что порадует этой зимой?» То есть декабрь, январь, февраль. 3 месяца, которые могут вас порадовать. Посмотрим, что случится, к чему приведет, долго ли будет длиться ваше счастье, ну и так далее. Итак, работает с нами сегодня колода 78 дверей, прекрасно говорящая колода. А мы приступаем к вашей характеристике, конечно же. Мгм. Ну, что я вам могу сказать? Здесь, скорее всего, женщина пытается отстоять свое право на то, чтобы исполнить мечту. То есть, ну, конечно, для многих это уже перевод отношений на более серьезный уровень. Почему? Потому что время идет, а перемен никаких. Может быть, даже вы уже в отношениях, но у вас сейчас период испытания. То есть, когда человек вас не слышит, император у нас четко говорится о том, что мужчина сосредоточен только на своих желаниях, потребностях и так далее. И независимо, в браке вы или вы еще только встречаетесь. Королева мечей четко у нас указывает на то, что вы хотите разобраться в этой ситуации, прояснить эту ситуацию и вообще понять, куда мы идем дальше. У кого-то здесь могут быть треугольники, не у всех, но у кого-то. И вы, господи, ретроградный Меркурий, да, меня тоже не оставляет. И вы пытаетесь настоять на том, чтобы мужчина сделал уже выбор. Почему? Да потому что вы устали от этой вяло текущей ситуации, о каких-то мечтах о будущем, при этом действий я не вижу. Не вижу. Что еще можно сказать про вас? Ну да, вы считаете, что вы сами себя обманываете, находясь в таких отношениях. Вы хотите прояснить, вы хотите раскрыть все тайны, вы хотите понять вообще, да, что за человек перед вами. Почему? Да потому что боитесь вложиться и потерять на это и силы, и энергии, и так далее. А в прошлом был негативный опыт. И ох, как тяжело вам было потом, если честно, освобождаться от неприятных воспоминаний. Если у вас все-таки новые отношения, ну, здесь есть император, да, то вы, конечно же, надеетесь на то, что завершится все прекрасно и хорошо, и вам бы хотелось продолжения этого романа, но дело в том, что пока вы находитесь в непонятной для себя ситуации, то есть много говорит, мало делает. Может быть, между вами расстояние. То есть две пятерки, которые говорят о том, что в этих отношениях еще нужно побороться. А вы бы хотели войти в шестерочку. А шестерочка – это баланс. Но пока у вас, видите, семерка вроде в восьмерку переходит, опять в пятерку. Нет баланса в этих отношениях. То есть то ли непонятно, то ли еще рано говорить о будущем. Но вам очень бы хотелось, чтобы они увенчались успехом. Тем более, возможно, что мужчина вам обещает какие-то перемены, мужчина пытается вам доказать, что он серьезен и так далее, да. Ну, вот такая вот история здесь. А что еще могут сказать карты-то про вас, кроме как любовь, морковь? Ну, нет, здесь вы в двойственной ситуации. Хочу добиться цели, хочу, чтобы уже сделали выбор, или чтобы человек решился на какой-то важный шаг, чтобы уже началось все по-новому, чтобы вышли из Луны, из какого-то ожидания. Кстати, кто-то может ждать, когда человек приедет, вернется. Но тяжело. Почему? Потому что тянется все тянется, нету конкретики, нету действий. Как-то мужчина ведет себя поверхностно или же просто оттягивает именно тот момент, когда ему нужно дать четкий ответ на ваш запрос. Если вы в паре, мужчина не собирается пока мириться. Почему? Потому что он сам не знает, что он может вам предложить. То есть, если вы хотите определенных поступков, он не знает, готов ли он на эти поступки. Так, все. Если вы себя узнали, смотрите дальше. Вот прям проигралась, да, вы вот поняли, что да, это история моя. Смотрим дальше. Чем порадует вас зима? Чем же порадует? Зима – это у нас декабрь, январь, февраль. Если вы смотрите, например, в марте или в июне, то имейте в виду, что придется вам дождаться конца года. Да, что перемена или какое-то радостное событие произойдет именно в конце.
Итак, смотрим, чем порадует зима. Закройте ситуацию, проясните ситуацию с королем мечей и получите желаемое. Шикарно. Вот смотрите, мужчина все-таки решится на перемены. Вот честно могу сказать. Помните, в вашей характеристике королева мечей, императрица выпадала. То есть вы думаете, буду ли я императрицей, а его ли я императрица, да? А выберет ли он меня? А вернется ли он ко мне? А сделает ли так, как я хочу, да? То есть, понимаете, здесь есть такая ситуация, когда вы в ожидании чего-то. И Луна нам об этом говорит. Смотрите, ходит девушка у нас тут под открытым небом, на берегу моря. Она беременна, она вынашивает свой плод. А это говорит о том, что она не может получить желаемого, пока не дождется именно того момента, когда это будет безопасно для ребенка. Вот и вам нужно как будто бы дождаться определенного момента, дать мужчине подумать, дать ему принять решение самостоятельно и по тузу Пентакли прийти с предложением руки и сердца и с готовностью быть императором, но по своей воле. Здесь женщина очень мудрая. Очень мудрая, она не будет не подталкивать, да, как бы ей не хотелось. Но иногда бывает такое, что да, хочу, да, не могу, вот прям хочу замуж, не втерпешь. Или хочу увидеться, аж не могу. Или бывает такое, что, ну, как бы хотелось бы уже развивать отношения побыстрее. Но дело в том, что если ты поторопишь события, иногда это может привести к трагическим изменениям или к тому, что человек начинает отдаляться от тебя. Хорошо, что же вас порадует? Туз Пентаклей, шанс. Шанс на стабильность, на длительность, на прочность, на то, что в вашу жизнь уже войдет какая-то долгосрочная перспектива с королем мечей, который готов стать императором. Мечевой король, честно могу сказать, не обязательно, что он воздушного знака, хотя здесь две у нас карты мечевой, могут указывать прямо на то, что он, да, близнец, весы, водолей по солнцу или по асценденту, да. Но больше я, конечно, вижу, что в нем предлагает какая-то такая огненная энергия, больше на Овна похожа, вот даже знак. Почему? Потому что этот человек не любит, когда его заставляют, когда его подталкивают. Хорошо. Чем же порадует вас этот мужчина еще? Вот как все произойдет? То есть то, что он вам предлагает туз Пентакли, перспективу на будущее, это брак, семья, рождение ребенка, восстановление семьи, возможность взять за вас ответственность, это сразу же видно. Но мы посмотрим еще, как все. Ух ты, карта мира. Да он весь мир положит к вашим ногам. Брак вам предлагает. Мужчина жениться собрался. Как будто бы мужчина вообще в принципе определился, что ему нужен брак, что ему нужна семья. Ух ты! Этой зимой вы можете получить предложение руки и сердца, но если вы уже в браке, в ваших отношениях, брачные отношения заиграют новыми красками. Когда вы будете радоваться, когда вы будете улыбаться, посмотрите, как интересно здесь у нас проигрывается. Женщина ходит беременная, она не знает, когда придет срок, ну или, по крайней мере, не торопит. Почему? Потому что знает, что нельзя торопить. А здесь у нас рождается ребенок, и он здоровый, он кричит, и доктора улыбаются. Ну, то есть, на самом деле, все прошло замечательно. То, что ждали, то, во что вкладывались, получили. И сама судьба вам дает возможность радоваться этому и наслаждаться. Ну, слушайте, здесь прям предложение. Давайте начнем по-новому. Давай будем парой, давай пойдем вместе по судьбе. Еще как он будет действовать? Еще как он будет действовать? Ой. Ну, вы знаете, здесь, скорее всего, или приглашение, или же он устроит какой-то романтический вечер. Но здесь прям, видите, да, человек над этим думает. Он думает, он бы хотел сделать все как-то красиво, ярко. Прям, кстати, между прочим, действия будут очень неожиданными. Прям неожиданными. То есть, да, все, я прояснил для себя, что она моя императрица.
пора делать ей предложение, пора что-то менять. То есть мужчина конкретно принял решение, тут же побежит это все делать очень быстро, четко и ясно. Ну хорошо, давайте посмотрим все-таки, а к чему это все приведет. Ну, итог. Просто как бы для того, чтобы немножечко покопаться в этой ситуации. К чему это все придет? А тот выбор, который так тяжело был сделан этим человеком, ну или же то, что вы ждали длительное время, наконец завершается. Завершается, новость к вам летит. Новость. Мужчина здесь, кстати, между прочим, очень долго за вами наблюдал, за вашим поведением, за вашей реакцией, за то, как вы будете действовать. Между прочим, мужчина делает вам предложение не потому, что вы там красавица, да, неземная. То есть для него это, конечно, важно, да, он это ценит, но больше мужчина оценивает женщину по разумности, по мудрости. То есть вы для него жрица, а женщина, которая умеет принимать решения, умеет ждать, умеет четко высказать свои желания, но при этом не давить, а дать возможность мужчине подумать, принять решение и так далее. То есть, понимаете, здесь мужчина как будто бы, наблюдая за вами, понял, что он четко представляет, что за женщина перед ним. И поэтому, конечно же, все сомнения у него отсекаются. Если он чего-то боялся, может быть, из-за чего-то переживал, вот от этого он освободится. А здесь, между прочим, мужчина может быть достаточно самодостаточный. То есть он может иметь признание в обществе, славу, может быть, хорошо зарабатывать деньги. И очень часто его использовали. Почему? Потому что маг говорит о том, что по судьбе он часто сталкивался с манипуляцией. И рыцарь мечей, да, он не будет принимать решения, если ему что-то непонятно в отношении женщины. Поэтому пока он не прояснит, вот хоть что делайте, он не сделает вам предложение. Но этой зимой будет прояснение, и мужчина решится на важный шаг в вашу сторону. Давайте посмотрим еще, что же вас порадует этой зимой. Что еще порадует? Ну, тут два туза, прям принятие решения о чем-то серьезном. Что еще порадует вас этой зимой? Победа после тяжелой борьбы. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей очень часто нам говорит о том, что или вы обретаете статус, о котором вы мечтали. То есть королева Пентаклей очень часто у нас проигрывается как малая императрица. Или же обретение финансовой независимости. У кого-то появится возможность хорошо зарабатывать, у кого-то появится возможность стабильность обрести, у кого-то, вы знаете, ну, здесь заняться любимым делом и на этом неплохо подзаработать этой зимой. Так что если у вас есть какие-то таланты, смотрите, если у вас есть какие-то таланты, какое-то творчество, попробуйте его монетизировать. Это может принести вам не только радость, но и хороший заработок. Так, что еще здесь? Здесь у вас может появиться новая подруга. Прям новая подруга, королева жезлов, которая будет вас во всем поддерживать. Тройка пентаклей, или вы с ним встретитесь после длительной разлуки. Здесь также может проиграться, что в ваш круг общения войдет человек, который поможет вам что-то продвинуть, реализовать. Она может вам предложить или дать какой-то важный совет, который станет для вас важным. И именно это подтолкнет к вам к внезапным действиям. Между прочим, благодаря ей вы можете исполнить какую-то мечту. Хорошо. Для чего входит это событие, радостное событие? А для того, чтобы вы избавились от каких-то страхов, от переживаний, от того, чтобы вы посмотрели в свое будущее более оптимистично. Здесь прям вот честно могу сказать, здесь будет какое-то прояснение, приятные события, выход из одиночества, из самоизоляции. Вот у кого-то или завяжется новая дружба, и эта дружба будет для вас очень важна. Вы будете как на одной волне с этим человеком, вы будете понимать прекрасно, что она хочет, как она смотрит на жизнь, и вам это будет нравиться. Еще к чему это приведет все-таки? Ух ты!
Вообще зима для вас очень яркая. Во-первых, решение каких-то проблем, продвижение. Кстати, кто-то благодаря совету этой женщины может то ли сменить работу, то ли сменить место жительства, а кто-то решит поменять профессию или же вид деятельности. Так что имейте в виду, что человек сыграет немаловажную роль в вашей жизни. Ну, не знаю, может, вы примете предложение мужчины, а он познакомит вас со своим кругом друзей. А там окажется женщина, которая к вам будет испытывать на самом деле очень нежные чувства и помогать вам во всем. То есть здесь дружба очень легкая, ясная, открытая. Так, хорошо, давайте посмотрим. Еще вы знаете, что здесь может быть? Если все-таки это не дружба, вот еще одна трактовка. Здесь может быть очень выгодное предложение, прям неожиданное по пажу жезлов, которое поможет вам то ли подзаработать, то ли обрести дополнительный заработок. Но все это произойдет при каких-то даже таких очень легких обстоятельствах, когда вы к этому вообще не готовы и не собирались обсуждать деловую сферу. А тут раз и предложение и окажется для вас очень интересным. Прям как сама удача постучится в вашу дверь. А вообще, вот смотрите, если мы посмотрим общий смысл карт. У вас Луна. Вот просто посмотрите на эти карты, да. Это зима, мы говорим про зиму. Как у нас происходит, и все прям под порядку, да, выпадает. Как происходит у нас рождение ребенка? Сначала мы его вынашиваем, да, мы его бережем, потом он рождается, а потом мы его крестим. Вот в эту зиму ваша мечта, ваша цель, она будет набирать обороты. То есть вы поймете, что это получилось, что это может развиваться, это может расти, и вы в это будете вкладываться. Ну что, последнее событие. Смотрим, что порадует вас этой зимой. Ну, во-первых, достаток, уют, забота, успех, защита, перемены, которые будут вам нравиться, люди, которые вас будут поддерживать, выход из тупиковой ситуации. Понимаете, десятка мечей. Я знаю, что эту карту не все любят, но эта карта говорит о том, что, скорее всего, у человека был затяжной период испытания. Это когда все не ладилось, черная полоса как не кончалась, так и не заканчивается. Но сейчас по десятке вы нашли способ исцелиться, излечиться и найти выход, потому что десятка мечей – это выход из тупиковой ситуации, это пережить самую темную ночь перед рассветом и, наконец, увидеть рассвет. Да, выход. Вы поставите точку на десятке мечей. То есть, понимаете, все, вы признаны, вы в центре, с вами считаются, вас замечают, с вами хотят дружить, вас везде приглашают, мужчина к вам относится с уважением. Ой, ну здесь и подарки могут быть, здесь и вложение в вас может быть. Вообще рыцарь Пентаклей – то, что ждали, то, что хотели. Но у многих может проиграться улучшение именно финансового потока. Как будто бы, видите, по колеснице прям деньги к вам ручьем в ваше направление направились. Хотя здесь, я честно могу сказать, у человека был непростой период. Может быть, и с деньгами, может, вы выплачивали какой-то кредит, и это вас полностью опустошало. Может быть, вы кого-то содержали, кому-то помогали, там, ребенку, и для вас это было очень важно. Вот эта ситуация закончится, кто-то станет самостоятельным, кто-то может завершить выплату кредита и так далее. Ну, вообще здесь десятка пентаклей. Десятка, здесь деньги и любовь. Стабильность и любовь, успех. Ну вот больше ничего выкладывать не хочу. Вы будете 2 четверки защищены со всех сторон. Новый виток вашей жизни. То есть у вас новый этап, новые перемены. Кто-то переедет, кто-то поменяет место жительства, кто-то решит купить недвижимость, кто-то, наконец, сойдется с кем-то, создаст семью. Но я не могу ничего сказать по этим картам плохого. Почему? Потому что если вы пересмотрите этот расклад, вы увидите, что не выпало практически ни одной плохой карты.
кроме десятки мечей, который говорит о том, что наконец есть выход из этого тупика. Наконец вы сможете вздохнуть спокойно. И рождение вашей идеи, исполнение вашей мечты будет благословлено высшими силами. Вас ведут высшие силы. К вам идут люди, к вам идут возможности, к вам идут шансы, которых послали высшие. Так что принимайте с благодарностью, отсеките все переживания, все волнения. Вам это не нужно. У вас теперь период удачи. Пусть так и будет. Подписывайтесь на этот канал. Мы обязательно увидимся в новых эфирах. До новых встреч. Ваша Елена.